Дилан был молодым лесничим, страстно любившим дикую природу. Целыми днями он патрулировал обширные территории национального парка, обеспечивая безопасность как посетителей, так и существ, которые называли дикую местность своим домом. Это была карьера, которой он посвятил свою жизнь, движимый глубокой любовью к животным и чувством долга защищать их. За время работы рейнджером он повидал много чудес, но ничто не могло подготовить его к тому, что у него возникнет необыкновенная связь с одним конкретным тигром. Однажды, теплым летним днем, Дилан проводил обычное патрулирование возле скалистого обрыва, где он часто наблюдал за группой тигров, отдыхающих в тени больших деревьев. Наблюдая издалека, он заметил маленького тигренка, игравшего в опасной близости от края обрыва. Детеныш, полный юношеского любопытства, схватил лапой бабочку, порхавшую в непосредственной близости от него. В тот же миг земля под его лапами осыпалась, и детеныш покатился вниз по крутому неровному склону, исчезнув из виду. Сердце Дилана бешено колотилось в груди, когда он бросился к краю обрыва. Заглянув вниз, он увидел медвежонка, лежащего на узком выступе. Его маленькое тельце дрожало от страха. Падение не было смертельным, но тигренок застрял и не смог самостоятельно подняться на ноги. Наверху тигрица-мать отчаянно расхаживала взад-вперед, издавая глубокое гортанное рычание, которое эхом отдавалось среди деревьев. Остальные тигры наблюдали за происходящим, их инстинкты подсказывали им, что что-то не так. Понимая всю серьезность ситуации, Дилан связался по рации со своей командой, запросив немедленной помощи. Через несколько минут прибыла группа рейнджеров с веревками, жгутами и другим спасательным снаряжением. Они тщательно разработали план, как вытащить тигренка, не причинив ненужного беспокойства тиграм наверху. Дилан вызвался спуститься первым. Он пристегнулся ремнями безопасности, в то время как его коллеги закрепляли веревку. Когда он наклонился к испуганному тигренку, он тихо заговорил. Его голос был спокойным и ободряющим. Несмотря на испуг, детеныш не проявлял никакой агрессии. Казалось, он почувствовал, что Дилан не хотел причинить ему вреда. Добравшись до выступа, Дилан осторожно обернул детеныша надежной повязкой, чтобы тот не запаниковал во время подъема. Когда команда начала поднимать их обратно, мать-тигрица издала еще одно глухое рычание. Ее янтарные глаза остановились на Дилане. Он оставался неподвижным, избегая резких движений, которые могли бы пробудить в ней защитные инстинкты. Медленно, но верно, он и тигренок были подняты в безопасное место. Как только они достигли вершины, Дилан осторожно отпустил тигренка и отступил назад, чтобы дать матери пространство. Тигрица бросилась вперед, уткнулась носом в своего детеныша и облизала его шерсть, проверяя, нет ли ран. Остальные тигры собрались вокруг, их присутствие было сильным, но не враждебным. Дилан стоял неподвижно, наблюдая за разворачивающейся сценой с тихим благоговением. Через несколько мгновений тигрица перевела взгляд на Дилана. В ее глазах было что-то — узнавание, невысказанное понимание. Бросив последний взгляд, она увела своего детеныша прочь, исчезнув в густом лесу. Дилан выдохнул, испытывая одновременно облегчение и благоговейный трепет от того, что только что произошло. Прошли месяцы, и Дилан продолжил свою работу в парке. История о спасении тигренка распространилась среди его коллег, снискав ему уважение и восхищение. Но для Дилана дело было не в признании. Дело было в связи, которую он почувствовал в тот момент,
в молчаливой благодарности, которой обменялись он и тигр. Затем, в один судьбоносный день, связь между ними подверглась невообразимому испытанию. Был разгар сезона дождей, и в парке шли сильные ливни. Почва стала неустойчивой, и оползни вызывали все большую обеспокоенность. Дилан был на патрулировании, когда услышал глухой ракочущий звук. Прежде чем он успел среагировать, земля под ним провалилась, и его понесло вниз по крутому склону, погребая под грязью и обломками. Боль пронзила его тело, когда он попытался освободиться, но земля придавила его к земле. Его рация была повреждена, и густой слой грязи заглушал его голос. Он был в ловушке, один, без всякой надежды на то, что кто-нибудь найдет его вовремя. Как только отчаяние начало овладевать им, он услышал что-то, низкое, ракочущее рычание. Сначала оно было слабым, но затем стало громче. Дилан повернул голову так быстро, как только мог, и сквозь просветы в обломках увидел движущуюся над ним тень. Тигр. Это был необычный тигр. Это была тигрица-мать. На мгновение их взгляды встретились, как в тот день, когда он спас ее детеныша. Она понюхала воздух, а затем начала копать. Ее массивные лапы разгребали грязь, постепенно удаляя ее. Дилан с трудом мог поверить в то, чему стал свидетелем. Она пыталась помочь ему. Вскоре суматоха привлекла внимание находившегося поблизости патруля. Заметив необычное поведение тигрицы, рейнджеры осторожно приблизились. Когда они заметили Дилана, погребенного под обломками, они начали действовать. Работая быстро, они убрали остатки грязи и вытащили его в безопасное место. Как только Дилан оказался на свободе, мать-тигрица отступила назад, наблюдая золотистыми глазами за тем, как рейнджеры обрабатывают его раны. Она не стала задерживаться. Бросив на него последний взгляд, она повернулась и снова исчезла в лесу. Дилана отвезли обратно на базу рейнджеров, где ему оказали медицинскую помощь. У него были ушибы и несколько незначительных переломов, но он поправится. Но что не давало ему покоя больше, чем физические раны, так это глубокое осознание того, что только что произошло. Тигр запомнил его. Эта история разнеслась по всему миру, удивив как его коллег, так и экспертов по дикой природе. Многие спорили о том, насколько тигр способен распознавать и проявлять благодарность, но Дилан не сомневался. Он спас ее детеныша, и в трудную минуту она отплатила ему тем же. С того дня, когда Дилан патрулировал парк, он время от времени замечал тигра, наблюдавшего за ним издалека. Они больше никогда не общались напрямую, но между ними всегда было молчаливое признание, взаимное уважение, которое выходило за рамки слов или видов. Его опыт стал историей, вызывающей удивление и восхищение не только у рейнджеров, но и у всех, кто его слышал. Это было напоминанием о том, что связи, которые мы устанавливаем с природой, даже те, которых мы меньше всего ожидаем, могут быть более глубокими, чем мы когда-либо могли себе представить. Таким образом, парк оставался его домом, а дикая природа — его страстью. Но Дилан знал, что в сердце этой огромной, неприрученной земли он не одинок. Где-то в глубине леса тигр, который когда-то был просто еще одним существом в дикой природе, превратился в нечто большее. Дайте нам знать в комментариях ниже, понравилась ли вам история. Подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Делиться любовью к животным — это замечательно, вы согласны?